Всем привет! Друзья мои, мира вам и крепкого здоровья! Сегодня у меня очень вкусный куриный супчик с лапшой. Ну посмотрите, вкусный, наваристый, очень аппетитный. Поехали готовить! Друзья мои, это блюдо можно готовить в сковороде, можно готовить в казане или в кастрюле с антипригарным покрытием. Выливаю 3-4 столовые ложки растительного масла. Это грамм 45. Масло разогрелось, добавляю лук, здесь 200 грамм, нарезанный мелким кубиком. Обжаривать лук буду до слегка золотистого цвета. Это займет 2-3 минуты времени. Лук обжарился достаточно, что он частично подрумянился. Добавляю 600 грамм мяса курицы. У меня здесь мясо на кости, голень, бедро. Можно взять любое мясо курицы. Посолила, добавила пол чайной ложки соли, пол чайной ложки кориандра, пол чайной ложки чеснока сухого молотого и пол чайной ложки черного молотого перца. Выкладываю мясо на лук. Сверху высыпаю 100 грамм моркови. Все перемешаю и буду обжаривать на среднем огне в течение 7 минут, периодически помешивая. Следите, чтобы у вас ничего не сгорело. За это время мясо пропитается луком, частично обжарится и потеряет характерный курицы запах. Мясо достаточно обжарилось. Добавляю мелко порезанный чеснок. Здесь 4 зубчика. И выливаю 1,5 литра воды из чайника кипяченой. Сразу выкладываю 400 грамм картофеля. Я его порезала фигурным ножом. Чем крупнее режете картофель, тем сочнее и мягче он получится в этом блюде. Бульон закипел. Добавляю чайную ложку соли. Это 10 грамм. Закрою крышкой и на умеренном огне, но так, чтобы бульон кипел, буду готовить в течение 40 минут, не открывая крышку. У меня крупные кусочки мяса, а поэтому готовить буду 40 минут. Если у вас филе курицы, готовьте 25 минут до готовности картофеля. Друзья мои, пока готовится суп, я еще раз быстро покажу вам, как готовится домашняя лапша. Вот здесь 100 грамм муки. Добавляю 1 яйцо и буквально 3 чайной ложки соли. И начинаю замешивать. Вот смотрите, если вы сейчас начнете замешивать и очень жесткое будет тесто, добавьте немного воды. Я беру яйца сорт отборный, они крупные, и поэтому одного яйца на 100 грамм муки достаточно. Вот так по кругу и собирайте тесто в один комочек. Все, собрали тесто воедино, завернули в пакет и оставили буквально на 5-10 минут. Развиться должна клейковина муки. Продолжаем. Столешницу присыпала мукой. Немножко подкатаем наше тесто. Разделю на 2 части. С помощью муки буду раскатывать скалочкой. Толщину выбирайте сами. Какой толщины хотите лапшу, такую и делайте. Я обычно раскатываю толщиной 1-2 мм. Подсыпайте муку, тогда легче будет раскатываться. У нас есть на канале лапша куриная. Я там с помощью интересного, хитрого приспособления лапши резки готовлю. Сегодня мне ее просто не хочется доставать. Вот так некоторые гаджеты у нас и лежат десятилетиями, включая комбайны кухонные. Тесто очень легко раскатывается. Мне хватит половины теста, а остальное я раскатаю и заморожу. Если вы хотите, чтобы лапша была длинная, сразу скатывайте. Мне надо, чтобы лапша была тоненькая, поэтому я его разрежу на 3 части сразу. Все, присыпаю с 2 сторон мукой, чтобы не слиплось. А чтобы легче резать было, сложите еще вдвое. И начинаем резать лапшу того размера, которого вы хотите. Вот такая лапша получается. Чтобы этот процесс ускорить, еще вот так сложу. Можно сделать лагманную, можно сделать какую хотите. Периодически вот так ее растормошите, чтобы она не слипалась, и при необходимости присыпайте мукой. Друзья мои, если хотите заморозить, вот так на досточку разложите, присыпьте мукой и уберите в морозилку. Буквально через 20-30 минут можно в пакет сложить, и у вас будет еще на какой-то суп своя домашняя лапша. Я сейчас из этой лапши сварю суп, а тот кусочек раскатаю и заморожу. 40 минут прошло, картофель разварился и мясо готово. Обязательно попробуйте на соль. Соли достаточно. Выкладываю лапшу. Делаю сразу огонь побольше, чтобы лапша быстро перемешалась и не слиплась. Друзья мои, сейчас минуту покипит, закрою крышкой, выключу и через 10 минут буду подавать вкусный суп. При желании сюда можно добавить зелень. А вообще-то я стараюсь не добавлять зелень, она только портит вкус. Все. А вы, друзья, не забывайте подписываться на наш с Петровичем канал. Пока-пока.